Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачного шоколадного торту. Готується він із найпростіших продуктів, дуже швидко і легко. Навіть якщо ви ніколи не готували торти, цей у вас вийде обов'язково. Вийде і сподобається. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество я, как всегда, укажу в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Все продукты должны быть комнатной температуры, тогда они быстрее и легче соединяются в однородную массу. Масло, яйца, молоко доставайте заблаговременно из холодильника и согревайте. Тесто готовится очень просто и быстро, поэтому заранее приготовьте форму и включите духовку. Оно не должно стоять, иначе сода потеряет свою силу, свои свойства. В первую очередь надо соединить все сухие продукты. К муке, я ее уже просеяла, добавляю какао-порошок. Тоже обязательно просеиваю, чтобы избавиться от всех этих комочков. Высыпаю сюда сахар, соль и соду. Понадобится ее 7 грамм, это чайная ложка с небольшой коркой, но лучше все-таки взвесить, иначе можно легко переборщить, и в торте будет присутствовать вкус и запах соды. Все это хорошо перемешиваю до однородности. Вот теперь добавляю сюда сливочное масло, оно должно быть мягким, вот так вот легко размазывается. Яйца, их чистый вес 100 грамм, растительное масло и молоко. Обязательно ароматизатор. У меня ванильный экстракт. Если у вас нет, то возьмите ванильный сахар или чистый ванилин. Или же вам будет достаточно одного какао, шоколадного аромата. Вот здесь вот у меня десертная ложка лимонного сока. Можете заменить уксусом, яблочным или винным. По рецепту рекомендую взять уксус 6%. Включаю миксер на невысокую скорость, чтобы мука и какао не поднялись в воздух. И где-то минуту перемешиваю на такой скорости, хотя бы до частичного соединения с жидкими продуктами. А потом скорость увеличу. Видны еще кусочки масла, но в тесте оно обязательно размесится, так как оно комнатной температуры и мягкое. Молоко и яйца у меня тоже комнатной температуры. Один раз тесто перемешиваю, поднимаю все с донышка, зачищаю стенки и продолжаю взбивать. На полный замес теста понадобится где-то 3-4 минуты. Этого времени будет вполне достаточно. Хорошо прохожу по стенкам, по донышку, чтобы полностью вымесилось тесто. И вот только сейчас, уже в конце замеса, когда тесто готово, духовка полностью нагрелась, добавляю лимонный сок. Все хорошо перемешиваю. Посмотрите, какое тесто гладкое, нет никаких комочков масла. И вот такая вот его консистенция. Выливаю в форму и сразу же выпекаю. Это тесто не должно стоять, иначе сода начнет работать в кислой среде и потеряет свою силу. Выпекать буду в форме диаметром 20 сантиметров. Но можете взять и другую, от 18 до 22, какая у вас есть. Стенки и донышко покрыла силиконизированным пергаментом, и чтобы он лучше прилегал, смазала немного форму размягченным сливочным маслом, совсем чуть-чуть. Прокручиваю, чтобы бисквит был поровнее, и ставлю выпекать. Бисквит испекся, выпекался он 1 час 10 минут при температуре 155 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность проверяла деревянной шпажкой, прокалывала в самой середине, прокручиваю. На выходе вот такая вот чистая и сухая, значит тесто пропеклось. Проверять начинайте где-то после 50 минут выпекания. При выпечке поднимается шапочка, немного трескается, это нормально. Дам ему минут 10 постоять в форме, немного окрепнуть и достану на решетку. Оставлю так до полного остывания. Посмотрите, выпекался он долго. Корочка, конечно, немного подсохла, особенно по краешкам, но все равно остается мягкой. Все, время прошло, уже и форма немного остыла. Убираю бумагу
Вот так вот пропекается донышко. Тоже остается очень мягким, высокий, хорошо пропекся. Оставляю его теперь на решетке до полного остывания. Срежу верхушку, немного его выровняю. Ее можно использовать для крошки, засыпать бока или верх торта, или полностью его обсыпать. Это уже как вам захочется. Посмотрите, какой он красивый внутри. Видно, что влажный, пористый и очень-очень мягкий. Я шапочку сразу измельчила блендером, а потом получившуюся крошку перетерла через сито. И вот такая вот она, мелкая, пышная, мягкая, и видно, что влажная. Готовлю ганаш. Наливаю 150 грамм сливок жирностью 33%. И нагреваю до горячего. Сливки нагрелись. Высыпаю сюда шоколад. Пусть немного нагреется и хорошо перемешаю до однородности. Должна получиться вот такая вот гладкая масса однородного цвета. Ганаш готов. Сразу наливаю немного и растягиваю по всей площади, чтобы связать все крошки и заполнить поры. Если пока вы все это делали, у вас застыл ганаш, разогрейте его на самом маленьком огне или же на водяной бане. Постоянно помешивая, нагревайте до той консистенции, чтобы вы могли залить торт. Ну а теперь заливаю весь торт. Выливаю в середину и растягиваю палеткой так, чтобы покрывались и бока торта. Тот ганаш, который стекает на коврик, соберите, храните его в холодильнике и можете использовать для другого десерта. Пергамент к подложке немного прикрепила помадкой, приклеила, чтобы он лучше держался, пока я перенесу торт. И торт переношу 2 лопатками. Украшаю крошкой. Здесь уже по вашему вкусу можно полностью до верхушки торта. Но я засыплю только до половины. Можно было бы его оставить и без крошки, но она настолько красивая, нежная, пышная. Мне кажется, она придает торту дополнительную красоту и более интересный вид. Сразу ее сильно не придавливайте. Просто приподнимайте, ее налипнет столько, сколько надо. И вот теперь только прохожусь по ней палеткой и придавливаю. Убираю пергамент. Получается вот такой вот домашний торт. Очень простой и быстрый в приготовлении. Можете его подавать сразу же, как только приготовили и украсили, в этот же день. Или оставить на завтра. Вот на следующий день своей структурой, влажностью, шоколадностью он мне чем-то напоминает брауни. Вкус его становится богаче. Торт очень мягкий. Его можно даже не разрезать, а просто продавить ножом. И очень вкусно его дополняет ганаш. Торт получается мега-шоколадный. Можно было его сделать более аккуратным и ровным, оформить вверх донышком. Но в моем случае ганаш заполняет все поры, еще немного пропитывается в торт и получается более толстым слоем. Через время он хорошо застывает, остается таким же мягким, но не текучим. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими простими і вкусними тортами і приємного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.